Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра. Пусть будет вам по-осеннему уютно, тепло. Что-то давно я не раскрашивала в раскраске Виктории Дорофеевой «Тайны стихий. Земля и огонь». В общем-то, мне кажется, это самая такая осенняя раскраска, ну и, кстати, в том числе и зимняя. Вот, я ее покупала на складе за 100 рублей, но у меня тут не подписано, когда я ее покупала, а начала ее, получается, в мае или в июне 21 года. Так написала, что сама не поняла. Вот. Вообще надо будет как-нибудь и форзац раскрасить. Тем более, что и сделать такой же фон. Ну, не знаю. Может быть, и раскрашу в этом сезоне. Посмотрим. Потому что вот эту иллюстрацию аналогичную я раскрасила. Сейчас хочу повыбирать, чтобы мне такое раскрасить интересненькое. Здесь в целом много всего такого любопытного. Не скажу, что прям каждая страничка мне нравится, каждая иллюстрация, но в целом очень много чего нравится. Вот у меня есть вторая часть, там, например, водную стихию, я сама, например, рыба, но я не люблю водную стихию раскрашивать и вообще. Вот, может быть, я бы раскрасила это. Кстати, мне очень нравится, как получилось вот это. И не знаю даже, что бы еще такое. Но мне здесь еще нравятся и вот эти вот они такие. Да, кстати, вот это можно раскрасить как вариант. О, это тоже вполне себе под осень подойдет. Лисички, кажется. А вот это классно. В тот раз, в том году я красила вот эту. Но мне кажется, и вот это запросто под осень. Вот, можно и вот эту, кстати, раскрасить. Ну, Хэллоуин прошел, и я уже раскрасила. Вот, ну, честно говоря, лучше бы здесь была собачка, чем котик. Тоже как вариант неплохо. Знаете, много чего хочется раскрасить. И я даже сейчас не совсем уверена, что это будет что-то осеннее. Вот еще, смотрите-ка. И вот это классно. И это подойдет. Не, ну тут действительно очень много, что может под осень подойти. Но честно скажу, мне вот эту хочется раскрасить. Милота. Тут еще один из вариантов, эти желуди. Что-то я теряюсь. Короче, да, и вот, пожалуйста, тоже. Так что я теперь даже не знаю, что раскрашивать. Ну, просто, поскольку мне эта раскраска нравится, то хочется прям, чтобы было хорошо получалось. А чтобы получалось хорошо, нужно прям вот под настроение найти иллюстрацию. Чтобы сесть, раскрасить с огромным удовольствием. Ну, я надеюсь, вы не против, что мы с вами тут так вот листаем. Ой, вот это классное. Тоже прелесть.
Ладно, я сейчас обязательно определюсь. Вот это мне вроде как нравится, и вот как под заказ собачка. Но я найду причину, чтобы это не раскрасить. Как вы думаете, что меня здесь не устраивает? Не, на самом деле все просто. Обилие мелочи всякой. Хотя, может быть, именно это я сейчас и буду красить. Ладно, сейчас приступим. Это чего у нас, физалис, что ли? В общем, все. Я решила, что буду раскрашивать. И пусть будет эта иллюстрация. Ну, как вы понимаете, начну я с мэджиков. Как водится, беру самый свой любимый из Fix Price для начала и раскрашу вот эту корзинку. Иллюстрация сразу же оживет. Хотя, наверное, здесь этот самый Берлинга надо было двухцветный брать. То тут очень все мелко. Я вообще вчера на ночь много чего пересматривала из раскрасок, поняла, что много хочется пораскрашивать. Про какие-то раскраски я уже забыла. Так. Ну, стены я, конечно, буду раскрашивать, скорее всего, тоже мэджиками, но серыми. Мне вот хочется именно серые. Я не знаю, может быть, тут актуальнее под кирпич раскрасить, но я что-то больше серый цвет люблю. Наверное, скорее всего, это будет серый цвет. Вот один из Fix Price, как всегда, и второй Кохенуровский. Они у меня всегда идут в паре, всегда дополняют друг друга. А вот этот, конечно, плохо точится, очень плохо. Приходится вот так вот сначала его лезвием стачивать. Ну ладно, ничего страшного. Я вот думаю, каким цветом раскрасить здесь. И склоняюсь к тому, что это будет, наверное, охра, скорее всего. И вопрос, по-моему, она у меня в другой раскраске. Ладно, я хотела просто взять ашановские карандаши. Ладно, возьму эти полихромосы, без разницы. Я так думаю. Здесь я обязательно чем-нибудь дополню. Еще у меня здесь был карандаш мастер-класс, но, по-моему, он у меня тоже лежит в другой раскраске. Тогда в помощь мне пойдет Дервент, наверное. Ой, все попадало. А вообще я нашла карандаши. Одного мне, правда, не хватает, потому что я, помните, показывала, что вот один карандаш, он идет из набора Ашан 50 цветов, а второй идет поштучно, но тоже ашановские, того же качества, но они отличаются по цвету. Но у меня еще есть Yellow охра, и она у меня, по-моему, действительно лежит в какой-то раскраске. Я так думаю.
Ну, можно, в принципе, взять из запасов. Ладно. Сейчас приступим. Я сейчас возьму тут такой черновичок. Посмотрю. Так. Ага. Значит, вот этот. А этот. Этот сюда. Посерединке. И если что, уже потом призма. Хотя я так долго, знаете, определялась с карандашами, как будто там что-то готовлю такое раскрашивать грандиозное, а по факту, может быть, обойдусь 2 оттенками. Все, хочу взять эту наждачку, принести сюда. Все никак. Недавно мне попадалась наждачка, причем у меня она разная, в том числе, знаете, и в наборе для... Вот у меня есть такое устройство, которым, ну, в общем, реставрировать там мебель, как он там называется, мы покупали с мамой, но в итоге так еще даже ни разу не пользовались. Я все теперь хочу попользоваться. Да, вот здесь вот как-то, не знаю, мне кажется, тут проще будет вот это вот не распутывать, а закрасить единым и дополнить просто вот другими карандашами, дабы потом не прорисовывать здесь еще и серое. Потому что все равно может быть путаница, и хорошего не получится. Ну, у меня, по крайней мере, уверена, что у кого-то это может быть прям получится и хорошо. Вот, я просто не очень любительница вот этой мелочевки. Так. Ну и если это темнее, давайте-ка попробуем. Но нет, разница велика, поэтому призмы, скорее всего. Или взять вообще, потому что вот, наверное, да, надо не полениться будет сегодня взять Yellow Ochra, они потому что дополняют хорошо друг друга. Потом в конце я еще черный карандаш, например, или коричневый добавлю. Я еще поймала себя сейчас на мысли, что как-то взяла и начинаю абы где добавлять. Это, конечно, совсем неправильно. Так, вот здесь вот, и, наверное, надо все-таки подточить карандаш. Вот фикс-прайсовская точилка стоит дешевле, чем я брала Action в Ашане, но гораздо лучше. Хотя я то и попользовалась года 3-4, в общем-то. Но да, она, конечно же, и квадратные вот эти брутфунеры не точила, и в принципе вот здесь вот точки оставляла. Для меня это в целом не критично, но хотелось бы, конечно, да, чтобы этого не было. И вот эта точилка мне прям нравится. Я, правда, очень хотела мятную, но не было. Это был самый такой цвет, который мне подходил. Да, потом определенно нужно здесь будет темненького добавить, но это уже в конце.
Ваза. Ваза, я думаю, что это будет... Я даже сейчас знаю, какое это будет сочетание. Я думала вообще вот эти набор брутфунеров достать. Но что-то начала этими раскрашивать, и не факт, что я достану. Так, сейчас мне надо будет подобрать зеленый цвет какой-нибудь. А вот может быть вот этот вот, даже это олива. По идее, ну-ка, ну вот он, ну вообще, я бы взяла немножко, ой, сейчас все тут попадает у меня. Взяла бы, наверное, другой цвет, тоже зеленый, но мне хочется поярче. Да, и вот, по-моему, вот этот из набора Fix Price, потому что я сейчас прям видела вот такое сочетание. А может быть, я сделаю через раз. Вот будет такая подложка. Потом сверху вот этот. Я бы сказала, что такой цвет вот мне прям вообще зашел. Вот. А дальше просто будет зеленый. О, вот что я делаю? Я невероятно внимательная сегодня. Ну вот, наверное, и потребуется мне этот ластик. Ульян, спасибо большое. Попробуем вот этой стороной. Я хотела фиксовский взять. Вот. Я люблю такое сочетание. И это в стиле вот всего вот этого. Прям действительно по стилю подходит. Если вдруг не видно, вот так вот. Так, что еще хочу раскрасить так, чтобы это было, знаете, очевидно прям. Решила поиспользовать вот такой кахенуровский карандаш. Я его брала поштучно. И, ну, вот так, это же у нас получается что? Это вроде как, это кухня. Не, ну да, понятно. Ну, тут, конечно, можно по-разному все интерпретировать. Ну, не знаю, мне почему-то хочется вот здесь вот так, хотя думаю, что здесь должен быть зеленый цвет, но я хочу именно вот так. И, может быть, тоже вот еще где-то немножко вот так пропуски добавить зеленого. Дальше. Так, зеленый. Но мне нужен совсем другой цвет. Оттенок точнее. Пусть будет вот этот. И здесь я хочу вот так. Ну, знаете, сидеть и долго думать, а что тут изображено, я не хочу. Это же все равно достаточно как-то так
изображено, знаете, не супер реалистично. И, в общем, как есть, так и есть. Вот. А вот это вот я раскрашу как вот здесь. Потому что это сочетание даже вот по самому узору очень подходит. Здесь будет просто яркий зеленый, а серединка будет опять же вот с таким сочетанием. Ну и дальше я раскрашу аналогично. Наверное, вот здесь вот можно пройтись потемнее. Так. Здесь какая-то ерунда, ну ладно. С рисунком произошла. Одной полосочки не достает. Как мне кажется. Вот здесь вроде все в порядке. Здесь опять ерунда. Так. Ну вот, вроде бы и нравится иллюстрация, но, наверное, любовью к мелочам я не страдаю. Вот такой. В плане раскрасок. Хотя, честно говоря, я уже и в жизни стараюсь постепенно приходить к минимализму, если честно. Как-то так проще. Ну да, не хватает здесь. Ладно, не страшно, но никто в это вглядываться не будет. Я в том числе. Ну вот как-то так постепенно. Вроде как очень медленно двигаюсь, но это опять же ожидаемо. Вполне. Так. Что тут вообще изображено? Я сразу сходу делаю ручки здесь деревянными. Мне кажется, что здесь ручка вполне может быть деревянной. Вот прям вот так. Начну на камеру раскрашивать вот это. Начну здесь. Потом я пройдусь блендером, тоже из этого набора.
Поэтому я намеренно так, не самым аккуратным образом, потому что потом все это сгладится и будет довольно-таки интересно. Почему-то только сейчас обратила внимание, что штатив надо было опустить. Я прошу прощения. Так, ну давайте я возьму, наверное, сразу блендер. И хотя бы здесь им пройдусь. Вот здесь два карандаша дали красный оттенок какой-то. Очень странный, именно в этом месте. Причем бумага была белая. Странно. Ну, в общем, наверное, это видео я буду завершать. А может быть и нет. Нет, наверное, буду завершать. Если оно вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм 3 семерки рыжие, 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр, желаю здоровья прежде всего, хорошего настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, а осенние вечера, они особенно уютные. До скорой встречи. Пока-пока.